В этом видео расскажу о невидимости. Ее часто называют инвиз. Да ладно! Внимание! Самое главное, что нужно понять, невидимость — это защита от фокуса. Фокус — это фокусировка на одной конкретной цели. Смотри, есть навыки, которые можно использовать в любой момент, в любом направлении. А есть навыки, которые сработают только когда получат фокус на одну конкретную цель. Почти все навыки, требующие фокус, визуально отображаются именно так. Они могут быть большими, как у циклопа, или маленькими, как у барца, но по сути, если навык нарисован именно так, то его нельзя просто запустить куда-нибудь в воздух, а можно только применить к одной реальной цели. Применять можно по-разному: и наносить урон врагу, и лечить союзника. Кстати говоря, у Линга навык нарисован иначе, но это тоже навык, требующий фокусировки, а именно фокуса на стене. Сложно! Непонятно! Так вот, невидимость дает защиту от навыков с фокусом. Враг просто не сможет получить на тебя фокус, и в результате его навык не сработает. Но СТС сможет лечить союзника, даже если тот будет в инвизе. Так же само Ангела своей ультой фокусируется на конкретном союзнике, а если он будет в инвизе, то все равно ульта сработает. Но вот Кусака не сможет кинуть союзника, который находится в инвизе. Так же само он не сможет кинуть врага под инвизом. Ай, блядь! Сука, нахуй, блядь! Но если Кусака будет под инвизом, а не его цель, тогда он сможет спокойно троллить. Вообще в игре всего 3 героя, которые имеют инвиз: Наталья, Лесли и Мия. А также предмет Теневая Маска может дать инвиз любому герою. Больше на инвиз ничего нету. Та же Карина хоть и становится полупрозрачной, но это не инвиз, а уже другой вид защиты, о котором расскажу в следующих видео. Раньше инвиз был у Линга, когда он стоял на стене, но после нерфа данную способность убрали. А какого хрена? Инвиз также дает защиту от фокуса миньонов, но почему-то он не дает защиту от лесных монстров и лорда. При этом, когда лорд идет по линии, то защита от его фокуса уже появляется. Совпадение? Не думаю. Также у всех героев базовые атаки требуют фокус, за исключением Кими, у нее базовые атаки без фокуса. Поэтому в инвизе по тебе не смогут дамажить базовыми атаками. Даже если Мия прожмет первый навык, благодаря которому она начнет стрелять дополнительными стрелами по рядом стоящим противникам, то все равно по тебе урон проходить не будет. Также и базовые атаки в ближней дистанции. Но тут уже есть нюанс. Если ты в инвизе будешь стоять рядом с тем, кого бьет противник ближней базовой атакой, то по тебе урон засчитают. Еще фокус можно найти в спеллах Возмездие и Кара. Они тоже не работают против инвиза. Но самое интересное, оказывается, ульта Клауда тоже требует фокус, поэтому в инвизе она не будет по нам дамажить. Так же само ульта Минситара не наносит урон, если мы в инвизе. Еще второй навык Керри не будет срабатывать по целям в инвизе. Если Ван ультанула и убила твоего союзника, то чтобы ее ульта не переключилась на тебя, достаточно просто включить инвиз. Также покемон Наны откажется превращать тебя в покемона, если ты в инвизе. Самое интересное, что он может за тобой ходить, но чисто принципиально не будет тебя трогать. Хочу отметить, что второй навык Люнакс тоже требует фокус, но его можно использовать даже без фокуса. Поэтому, если ты будешь в инвизе, то Люнакс в целом не сможет тебе ничего сделать вторым навыком. Но если эта Люнакс очень умная, то она сможет вручную направить навык на тебя, и тогда ты получишь урон. Ульта Лесли требует фокус, но невидимость не спасает от ее ульты. Если Ханаби промахнется своей ультой, но ты в инвизе будешь стоять в области действия, то ее ульта по тебе сработает. Так же само предмет Жезл Молнии будет наносить урон, даже если ты в инвизе. А Атлас сможет зацепить тебя ультой. В полете Фанни тоже будет наносить урон, но зато она не сможет ультануть в невидимого противника. Кстати, у Карины тоже защита от ульты Клауда, поэтому легко спутать ее защиту с невидимостью. У Карины нету защиты от фокуса, и ее можно зафокусить любым навыком. Также у Карины есть защита от ульты Баданга и второго навыка Ханза. Но вот, к примеру, у невидимости Лесли нет защиты от Баданга и Ханзу. Поэтому повторюсь, защита Карины, Алдаса и второго навыка Натальи не связаны с невидимостью. Что за фигня?
Хотелось бы уточнить по Наталье. Смотри, если Наталья не в кустах, то ее инвиз пропадет через 5 секунд. Но если она будет в инвизе не в кустах и рядом с врагом, то через 2 секунды она будет обнаружена, и ее инвиз потеряет свою главную силу – защиту от фокуса. То есть враг сможет увидеть Наталью и чем угодно зафокусить, но при этом сама Наталья не теряет свою бонусную скорость передвижения, плюс 15%, полученную благодаря инвизу. Допустим, Клауд начал ультовать, и мы заходим в область его ульты. Пока нас никто не обнаружил, мы не получаем урон от его ульты. Но через 2 секунды Клауд нас обнаруживает, и мы уже получаем урон. Если же мы не в инвизе, а Клауд ультанул, то мы можем прожать свою ульту и получить инвиз. Первые 2 секунды не будем получать урон, но так как мы находимся рядом с врагом, то он нас обнаруживает, и дальше мы теряем защиту от фокуса. И следовательно получаем урон. Также важный момент. Если мы находимся в инвизе и стоим в кустах, а враг не в кустах, но рядом, то над нами будет красный восклицательный знак. Если этот восклицательный знак будет висеть дольше 2 секунд, и затем мы выйдем с кустов, то мы сразу теряем защиту от фокуса, и враг нас видит и может чем угодно зафокусить. То есть неважно, в кустах или не в кустах, главное, если вблизи противника, то через 2 секунды теряем защиту от фокуса. Кстати, если Наталья будет в инвизе от теневой маски, то обнаружить ее не получится. Она даже может сначала зайти в ульту Клауда со своим инвизом, а потом прожать теневую маску, и ульта Клауда ее вообще не тронет. Да уж, по невидимости получилось многовато информации, но надеюсь, оно тебе пригодится. Из основного, думаю, стоит помнить, что Сабер не сможет ультануть, Хаябуса не сможет, Чу не сможет ультануть, Аврора не заморозит вторым скиллом, Карина не сможет ультануть, Хильда вообще не сможет применить ни один навык, так как у нее все с фокусом. Ну и Кая тоже не сможет ультануть. Но вот, кстати, первый навык Карины, Хильды и Алдоса против инвиза не сработает, но сам навык израсходуется, как будто он был использован. А вот у Селены первый навык тоже не нанесет урон, но зато он не израсходуется. Что ж, жду твоего комментария. А если ты знаешь что-то, о чем я не рассказал, то думаю, многим будет интересно это узнать. Спасибо за просмотр и удачи!